В эту эпоху пробуждение больше не зависит от крови, а от логики. Гори в огне. Битва – это игра причинности. Самые таинственные и приземленные правила вот-вот родятся в этих мрачных уголках. Почему так далеко? Так тяжело. Хозяйка, дайте нам еще 2 дня. Хватит болтать. Если не заплатите за этот месяц, выметайтесь. Я столько лет живу, но такого бесполезного обладателя способностей еще не видела. Вот невезение. Ладно, я пробудила бесполезную способность давать имена. Но ты-то пробудила способность, которая зависит от людей. Мы вдвоем слабее, чем гус на улице. Сиухия, хватит. Я тоже хочу стать сильнее, но система говорит, что если вокруг нет никого по имени Чжан Цан, моя боевая сила всегда будет 5. Всем стоять. Отдайте все ценности и кристаллы. Иначе я превращу это место в руины. Блинчик Цзиньбин с 2 яйцами стоит 15 юаней. Верни мне мой блинчик. Раз уж ты так хочешь быть злодеем, с этого момента тебя зовут Чжан Цан. Как больно. Моя рука сейчас отвалится. Ой, все в порядке. Теперь награды хватит на 10 блинчиков. Быстрее пошли. Сиухия, я больше не могу. Потерпи еще немного. Как только получим награду, пойдем пировать. Подними меня. Ради свиной грудинки я готова одолеть еще десяток Чжан Цанов. За наградой. Мы обезвредили обоих грабителей Си-уровня из ограбления магазина в западном районе. Девочка с боевой силой 5. Люди с БС-5 здесь только унитазы дезинфицируют. Вы что, пришли скандал устроить или посмеяться над особым отделом? Кто встанет на пути, тот умрет. Кто сможет остановить мой безумный натиск? Все кончено. Я еще даже хот-пот не поела, а уже превращаюсь в соус хя-чу-чу. Безумный слон, да. Твое имя слишком пафосное для такого безмозглого идиота, как ты. А ну-ка, меняйся. Обнаружена законная команда. Переименование цели запущено. У этого Чжан Цана слишком толстое мясо. Кажется, я сломала кость. Обнаружить логику и цель. Один может принудительно изменить определение, другой может насильно переписать причинно-следственные связи. Интересно. Мой холл. Вы не сможете возместить этот ущерб. Ремонт. Ремонт стоит 3 миллиона. Вычтем награду, и вы все равно должны особому отделу 2,9 миллиона. 2 миллиона 900 тысяч. Если я буду мыть по 1000 тарелок в день, зарабатывая по 50 копеек за тарелку, мне придется мыть их до следующей жизни, чтобы расплатиться. Держись. Тарелки не бесконечные, но злодеи на улицах тоже не закончатся. Нам нужно поймать всего 30 шансанов уровня «Бешеный слон», и мы будем свободны. Вместо того, чтобы думать о мытье тарелок, лучше подумайте об этом трудовом договоре. Особый отдел. Группа по аномальной логике. Базовая зарплата 20 тысяч, плюс бонусы за поимку. Самое важное – это возмещение за счет государственных средств всех расходов, связанных с боевыми потерями. Подписываю. Подписываю. Даже если придется тереть спину инопланетным монстрам. Я подпишу. Капитан, сначала договоримся, наш боевой режим довольно специфичен. Я отвечаю за создание чжанцанов, а Чучу за физическое упокоение. Пока я рядом, Чучу – это настоящий бог этой планеты. Правда. Но я вижу, что боевая сила Ся Чучу по-прежнему всего 5. Капитан Ву, не шутите. Сейчас вокруг нет шансанов. Я даже банку с газировкой зубами открываю. Это же проще простого. Смотрите. Превратись. Чжанцан. Что ты сделал? Моя способность причинности не работает.
Этого не может быть. Моя способность – это якорь идентичности. В моей области все маскировки, логические искажения и принудительные определения теряют силу. Сумасшедший – это сумасшедший, камень – это камень. А ты, Ся Чучу, под моим контролем навсегда останешься бесполезной с боевой силой 5. Если ты будешь полагаться только на силу, которую дает Чжан Цан, то рано или поздно кто-нибудь найдет твою уязвимость. Настоящий сильный человек, даже с боевой силой 5, может убить Бога. Сиохия, быстро иди на улицу и найди прохожего. Переименуй его в Чжан Цана. Главное, чтобы он был поблизости. Быстрее. Сегодня никто не будет ей помогать. Обнаружен логический контейнер Ся Чучу. Выполнить план очистки. Капитан Лу, вы уверены, что эти двое не просто для мытья посуды в столовой? Лу Фэн здесь, его абсолютный якорь заблокирует твою способность. Моя боевая сила сейчас. Это жалкие 5. Нас робот превратит в Хябинбин. Сканирование цели Ся Чучу. Низкий уровень энергии. Цель крайне слаба. Запуск программы устранения. Это просто одностороннее избиение. Капитан Лу, остановите. Девочку сейчас расплющит в лепешку. Линь Сиосия, если ты умеешь только менять имена, то сегодня же отправляйтесь мыть посуду. И якорь Лу Фэна действует только в пределах его поля зрения. А что насчет того, что он не видит? Этот чертов камень, хватит быть галькой, теперь ты Чжан Цан. Чучу, лови Чжан Цана. Хоть это и лазейка, но очень изобретательно. Чучу, быстрее. Мы же на сверхсекретное задание с уровня идем, надо сначала наесться впрок. Девушка, вы уже взяли 20 яичниц. Ваша боевая сила всего 5. Система считает, что если вы съедите еще, то перегрузитесь. Тетушка, вы не понимаете. Я запасаю жир, чтобы спасти мир. Наелись. Тогда за мной. Цель миссии город Тиньшу. Сегодняшняя цель – похотливый извращенец. Его интересуют только бесполезные девчонки с низкой боевой силой. Чучу, давай. Ой, чья это кошечка? Какая необычная. Боевая сила всего 5. Как раз то, что мне нравится. Игрушка, которую не жалко сломать. Сиосия, готовься. Чучу, замани его на террасу. Малышка, здесь сейчас только один Чжан. Нет, здесь только я один. Толстяк, ты только что сказал, что хочешь кого-то сломать. Не называй ее богиней любви и красоты, это совсем не соответствует нынешней атмосфере. Переименуй меня в Чжан Цана. Капитан, задание выполнено. Кстати, сегодняшняя цель. Кажется, что-то не так. По дороге обратно разрешаю тебе съесть еще 5 леденцов. Да здравствует капитан Ву. Наш Чжан Цан камешек только что упал в шоколадный фонтан. Действительно пропал. Это же был мой братан Цан, которого я сама выбрала на обочине, с идеальным хватом и весом, чтобы лапшу прижимать. Без него я просто мусор с боевой силой 5. Если сейчас встречу плохих парней, я даже крикнуть «помогите» не смогу, только тут же умру на месте. Чучу, успокойся. Шоколадный фонтан на том ЦПА прошлой ночью был слишком липким, я его 3 раза мыла. Тот камень, наверное, давно уже по водосточной трубе уплыл в канализацию города Тиньшу, чтобы стать подземным Чжан Цаном. Ради какого-то бесполезного мусора с боевой силой 5 вы тут в мусорных баках роетесь. Весь имидж особого отдела испортили. Капитан Ву, помогите. Дайте мне пистолет или хотя бы электрошокер. Мне кажется, сейчас даже бездомная кошка на улице может мне пощечину дать. Нет времени искать тебе камень. Отслеживание сигнала показывает, что источник поставки ожерелья находится в подземном магазине «Рай для гиков».
Пойдем туда, заодно найдем тебе новый амулет. Капитан Ву, моя боевая сила сейчас действительно 5. Только что в машине я даже пряжку ремня безопасности не могла отстегнуть. Эта Сиохия мне помогла. Чучу, не бойся, посмотри, какой запасной план я для тебя приготовила. Это 100 закаленных стеклянных шариков, много и надолго хватит. Бросишь один, назовешь Чжанцаном, 100 шариков, 100 Чжанцанов. Тогда у тебя будет 100-кратная боевая сила, и ты сможешь пробиться от города Тиньшу до самого Южного полюса. Не демонстрируй свой интеллект у входа, заходи. Псы особого отдела – это зона свободной торговли. Долги Лэйч Женя не имеют отношения к нашему раю для гиков. Я пришел не за долгами. Кто выгравировал букву Z на ожерелье? Похоже, ты хочешь изменить правила игры на моей территории. Парни, покажите этим госслужащим, где раки зимуют. Сиохия, быстрее, действуй. Не убегайте. Все слушайте меня, переименовываю в Чжанцана. Сиохия, твой запасной план для комедийных сценок, что ли? Неважно, что ты там ловишь. С этого момента эта машина будет называться Чжанцан. Хотя этот Чжанцан в пластиковом корпусе, веса достаточно. Использовать автомат для ловли игрушек как оружие. Что за чудовищная сила? Капитан Ву, этого громилу оставляю вам. Я должна защитить эту мини-куклу братана Цана. У меня плохое предчувствие. 5-й этаж обычно используется для работы с опасными материалами или для незаконных запрещенных исследований. Мы правда идем за этими 2 сотнями. Это не за наградой, это расследование. Абя, веди. Здесь что-то не так с магнитным полем. Мой абсолютный якорь подвергся помехам, радиус действия сократился до 3 метров. Сиосия, держись на расстоянии. Босс, тут кто-то устроил погром. Система безопасности активирована. Канал закрывается. Вы выбрали не то место, чтобы бесчинствовать на моей территории. Нет, не трогайте Сиохия. Чучу. Кукла из хлопка, она не защищает от электричества. Смотри. Стань Чжанцаном. Обнаружена команда переименования объекта класса А. Идентификация, логическое покрытие успешно. Металлическая проволока переименована в Чжанцана. Раз уж тебя зовут Чжанцан, твое электричество может только заряжать меня. Сиохия, как больно. Чжанцан класса А действительно дает отдачу при ударе. Это не просто бандиты. Они здесь. Проводят практические логические эксперименты. Капитан Лу, добро пожаловать. Раз уж вам так нравится играть в игру Чжанцан, давайте сыграем по-крупному. Способность Линь Сиосия очень интересна. Но что, если противника изначально зовут Чжанцан? Эти 4 выглядят совершенно одинаково, а их истинные имена были выгравированы в коре головного мозга в момент рождения. Все 4 Чжанцан. Слишком много Сиохия. Это пассивно-подавляющая энергия. Насильно вливается в мое тело. Не называй его Чжанцан. Ты Чжан-И. Ты Чжан-Эр. Внимание! Цель обладает изначальным весом имени. Принудительное переименование не удалось. Моя способность не действует на истинные имена. Чучу, спокойно справляйся с этой энергией, не дай ей себя увлечь. Вы посмели испортить моего самого дорогого кредитора. Именно эта сила, божественность, вызванная логическим переполнением. Капитан Лу Чучу не умрет.
Штаб, я запрашиваю доступ ко всем записям экспериментов Общества истинного имени, касающимся контейнеров. Граждане города Тиньшу, ваши имена слишком сложны. Для удобства управления, с сегодняшнего дня мы их унифицируем. Принудительный модификатор причинности активирован. Охват 1 миллион человек. Цель – полная верификация личности на всех этапах. Раньше меня звали не Чжан Цань. Меня зовут Чжан Цан. Какое совпадение. Меня тоже зовут Чжан Цан. Я Чжан Цан. Ах, заткнитесь. Хватит произносить это имя. Чучу, не слушай их. Смотри на меня. Плохо дело. Логика заблокирована. Все в городе заблокированы на имени Чжан Цан. И я не могу это изменить. Ха-ха-ха-ха-ха. Идеально. В этот момент она – логический повелитель этой планеты. Ся Чучу, уничтожь этих слабых Чжан Цанов. Ты все еще должна мне 2 миллиона 900 тысяч. Если ты умрешь, я спущусь в ад, чтобы взыскать долг. Запускается программа самоуничтожения логики. Ся Чучу, посмотри в свою систему. Помимо энергии, у тебя еще долг 2 миллиона 900 тысяч. Ты сейчас разрушила здание по всему городу, ущерб на 200 миллионов. Ты сможешь это оплатить. Логическая коррекция. Цель – Ся Чучу. Личность подтверждена. Пожизненный должник особого отдела. Две 200 миллионов. Я не хочу работать всю жизнь. Ты с ума сошла? В такой момент ты думаешь о деньгах. Высвободи энергию разрушения. Хочешь, чтобы я влезла в долги? Ни за что. Помогите. Я не хочу умирать с долгами. Эх, меня же зовут Николас Чжаосы. Почему я только что чувствовал себя Чжан Цаном? Капитан, теперь не нужно платить. Твое недавнее сотрясение разбило все стекла в городе. По предварительным подсчетам, твой долг теперь вырос до 5 миллионов 800 тысяч. Малышка, быстро убери эту куклу подальше. Меня сейчас тошнит от одного вида иероглифа «Цан». Капитан Лу, Ся Чучу слишком опасна. Она просто ходячая водородная бомба. Мы предлагаем поместить ее под длительное заключение. Если вы хотите с ней что-то сделать, сначала спросите у моего абсолютного якоря, согласен ли он. Лу, защищать своих – это хорошо. Но ее контейнер действительно почти треснул. Нужно что-то, чтобы ее остудить. Это логический изолятор. Надень его, и все определения Чжан Цана в радиусе 100 метров будут принудительно отфильтрованы. Теперь тебе нужно снова стать чистой бесполезностью.
Считай, что я одолжил его тебе лично. Ого, капитан Ву, вы такой добрый. Это мне в подарок. Нет, стоимость разработки 88 тысяч юаней будет записана на твой счет. Проценты начисляются ежедневно. Чучу, капитан Лу сказал, что мы должны научиться жить как обычные люди, но эта жизнь такая утомительная. У меня руки болят от этого мешка картошки. Отлично. По крайней мере, не нужно бояться случайно сбить прохожего одним ударом. Обычная жизнь – это так хорошо. Смотрите все внимательно. Я родной брат той богини, что летала в небе. Меня зовут Чжан Цан. Кто посмеет не заплатить мне дань, того я попрошу сестру спуститься и забить до смерти. Чучу, кто-то выдает себя за твоего брата, да еще и смеет называть себя Чжанцаном прямо перед тобой. Ты это стерпишь. Аго, эта девчонка очень похожа на мою сестру. Ну-ка, назови меня братом Цаном, и я позабочусь, чтобы ты здесь ходила, как королева. Капец. Сейчас я просто слабая девушка. На моей территории устраивать драки. Вы меня спросили. Я же говорил, пока ты полностью не освоишь мышечную память, не смей никуда бегать. Держи. Завтра в 6 утра тренируйся по этому плану. Лу Фэн, как долго, по-твоему, ты сможешь ее защищать? Капитан Ву, я больше не могу. Моя душа уже стоит в очереди на перерождение, а тело – просто пустая оболочка. Хватит притворяться мертвой. Ты пробежала меньше 500 метров, а пульс у тебя как у ленивца. Вставай и сделай 100 приседаний с отягощением. Чучу, давай. Капитан Лу сказал, что если хорошо потренируешься, он наградит тебя циньбином с 5 яйцами. Яйца. Поднимите меня. Я еще могу тренироваться. Черт, вот бы сейчас мимо прошел кто-нибудь по имени Чжан Цан. Даже робот-пылесос по имени Чжан Цан подошел бы. Сеохя, смотри, вон тот бейджик, быстрее. Хе-хе, хоть и есть изолятор, я могу вызвать небольшую индукцию. Дядя, извините. Переименовать. Чжан-сан. Линь Сиосия, не устраивай эти фокусы на моей тренировке. Дядя Ван, его настоящее имя Ван Шоуи. Его не зовут Чжан Цан. Твоя логика зависит от силы других. Если ты сама не овладеешь настоящим мастерством, то когда внешняя сила исчезнет, тебе ни на что будет опереться. Начинаем тренировку по рукопашному бою. Используй свою силу, начинаем тренировку с боксерской грушей. Не используй способности, используй свои суставы, используй свой гнев. Тетушка, дайте мне блин с 5 яйцами. Этому миру не нужны боги, ему нужны обычные люди, способные выбраться из грязи. Капитан Лу слишком жесток. После тренировок он заставляет нас работать внештатными патрульными, а заодно и курьерами. Чучу, поднажми. Как только доставим этот заказ, сможем выплатить проценты по изолятору капитана Лу. Стой! Особый отдел работает, назови себя. У меня больше нет такой вещи. Неважно, есть у тебя или нет. Назови меня Чжан Цан. Эх, не могу указать. Почувствуй поток воздуха. Почувствуй центр тяжести. Увернулась. Я действительно увернулась. Какой твердый. Сеохя, беги. У этого парня нет имени, он мой заклятый враг. Якор. Истина. Безымянные. Они избегают закона причинности, лишая себя имени. Значит, Чучу совсем бесполезно.
Если противник не Чжан Цан, она не может его ударить. Если у противника нет имени, я не могу его переименовать. Хотя тот удар не пробил защиту, я чувствую, что уловила его центр тяжести. Если бы твоя боевая сила была 50, тот удар сломал бы ему 2 ребра. Возвращайся и продолжай тренироваться. Ну скажи нам, почему ты так чувствителен к имени Чжан Цан? 30 лет назад, когда впервые появились логические способности, человек, который вызвал коллапс логики во всем мире, его настоящее имя было Чжан Цан. Он был контейнером номер 1. Из-за того, что его имя было слишком обычным и несло в себе слишком много резонанса от других людей, он потерял контроль. В конце концов, мой учитель использовал абсолютный якорь, чтобы забрать его. И забрал проклятие этого имени. Вся Чучу, твоя способность, не случайность, это антивирусная программа для этого имени. Я что, антивирус? А я тогда кто? Я что, пакет обновлений? Ты – мусорный плагин в системе. Если однажды я тоже потеряю контроль, ты заберешь меня, как твой учитель. Пока долг не выплачен, даже ад не посмеет тебя забрать. Тогда тебе придется хорошо вести учетную книгу. Не двигайся. Луфан, хоть я и должна тебе денег, но я еще не нажилась. Тюрьма, полюс – это место, где содержатся особо опасные преступники со способностями. Если я туда попаду, то стану просто закуской для этих больших шишек. По нашим данным, там проводятся незаконные эксперименты. Ты и Линь Сиосия проникнете туда под видом помощников. Ты будешь изображать особо опасную преступницу. Запомни, там повсюду поле логических помех. Твоя способность станет крайне нестабильной. Ты отвечаешь за прикрытие в медпункте. Помни, без крайней необходимости. Нельзя менять имена заключенным. Кодовое имя 9527, встань. Не притворяйся там. Проносишь запрещенные предметы. Эту дрянь конфисковать. Нет. Это моя жизнь, мой источник энергии. Что случилось? Начальник тюрьмы. Эта заключенная прятала предмет, похожий на кровавый тотем. Офицер Ру, это мой чит. Без него я просто умру. Выбросьте этот мусор в хранилище улик. Номер 9527. Если ты там натворишь дел, твой долг удвоится. Ой. Дьявол. Ты настоящий дьявол. Новенькая, выглядит такой нежной. Интересно, сколько дней она продержится? Первая минута без моего друга, и я уже скучаю. Эй, малышка, по правилам здесь новички в первый день отдают половину своей порции. Какая у тебя способность? Моя способность. Много есть. Время медосмотра. Все заключенные встать за линию. Чучу, я спрятала куклу братана Цана в административном корпусе. Но я не могу туда пройти. Тебе нужно как-то добраться до карцера. Он близко к административному корпусу. Как скучно. Такие отбросы тоже могут попасть в тюрьму, полюс. Следи за смещением центра тяжести. Еще смеешь уворачиваться. Ах, кто-нибудь, помогите мне. Есть ли здесь поблизости кто-нибудь по имени Чжан Цан? Появись скорее. Из-за логического поля помех радиус поиска сокращен до 1 метра. Совпадений не найдено. Драка на плацу. Обе стороны в карцер на 24 часа.
Увести. Как и ожидалось от моего кредитора. Оказывается, карцер – это секретный проход к комнате Виштоков. Руфен сказал, что здесь есть логическая уязвимость. Где же она? Вот здесь. Бесполезно. Как только войдешь, твое истинное имя будет поглощено той машиной. Какой машиной? Тетушка, как вас зовут? Я не помню. Я помню только, что все зовут меня Чжан Цан. Вот черт. Общество истинного имени проводит здесь масштабные эксперименты по определению Чжан Цана. Если бы здесь был Чжан Цан, я бы точно сломала эту трубу и перелетела. Логический контейнер готов. Стоит лишь перенести на нее весь вес определения тюрьмы, и она станет богом. Я не хочу быть богом. Я просто хочу вернуть долги. Два часа ползла сюда из карцера. Все твои уроки рукопашного боя прошли даром. Начальник Ву. Через 5 минут прозвучит тюремная тревога. Общество истинного имени начнет действовать. Капитан Ву, тревога. Оно что, взорвется? У меня же сейчас братан Цан. Может, мне просто пробить стену и унести вас? Унести меня. Твоя боевая сила сейчас только D-класса. Скорее ты меня об стену разобьешь. Секретный проход из комнаты вещдоков уже открыт. Иди по вентиляционной трубе в медпункт, найди Линь Сиосия. Если столкнешься с препятствием, помни, чему я тебя учил. Бей по слабым местам, избегай острия. Во имя истинного имени. Во имя Чжан Цана. Во имя истинного имени. Во имя Чжан Цана. Во имя истинного имени. Во имя Чжан Цана. Они что, все с ума сошли? Почему у них у всех на груди номерные знаки Чжан Цана? Неужели здесь проходит всемирный съезд однофамильцев и тезок? Если бы здесь был Чжан Цан, я бы просто расширила трубу. Ах, капитан Ву, в трубе крыса. Большая и злая. Ты с БС-5, теперь даже мышей боишься. Заткни ей нос ватой из куклы, что у тебя в левой руке. Верните мне мою аренду. Капитан Ву, я победила. Я победила крысу. Если ты сможешь сохранить это чувство достижения, сражаясь с обществом истинного имени, возможно, я смогу поднять тебе зарплату. Ах, Чучу, наконец-то ты пришла. Посмотри на пациентов снаружи. Капитан Лу прав, они проводят логическую массовую обработку, хотят превратить всех заключенных в Чжан Цанов, а потом принести их в жертву. Сиохия, здесь магия подавлена. Твоя способность работает. Капитан Лу только что научил меня новому приему. Раз удаленное переименование не работает, я буду использовать физический контакт. Если я прикоснусь к ним, и это будет сочетаться с моим логическим заклинанием, переименование все равно сработает.
Сиухия, вся надежда на тебя. Хватит зваться шипастым призраком, завись. Чжан-цан. Хотя здесь подавляют способности, но пока Чжан-цан рядом, мой логический приоритет всегда будет самым высоким. Ты хочешь, чтобы я тебя избила? Или хочешь переименоваться в Чжан-цана, а потом быть избитым? Заместитель Чжоу, вы только что сказали, что поле логических помех идеально, но мои сотрудники, кажется, нашли лазейку. Капитан Лу, воды в тюрьме, полюс, глубже, чем вы думаете. Те, кто переименовался в Чжан-цана, на самом деле являются жертвами, приготовленными для него. Мне плевать, что он там приготовил. В пределах моей зоны якоря все ритуалы превратятся в ничто. От Вуфена все еще нет вестей. Помехи, должно быть, усилились. Посмотри на этих заключенных. Их имена поглощаются тенями из пустоты. Когда все Чжан-цаны мира соберутся в одном месте, явится истинный бог. Извините, господин жрец, вы не подумали, что если вы превратите всех Чжан-цанов, я могу стать настолько сильной, что просто пну эту тюрьму в океанскую впадину? До этого твое тело, не выдержав прибавки боевой силы от 1 миллиона человек, взорвется кровавым туманом. Хм-хм. Не бойся. Лу Фэн только что прислал мне последнее указание. Если будет перегрузка энергии, посмотри на эти долговые расписки. Точно. Я еще не вернула деньги. Я не могу умереть. Эта одержимость бедностью на удивление сильно нейтрализовала эрозию божественности. Субъективное сознание носителя чрезвычайно сильно. Определение божественности Чжан-цана принудительно преобразовано в чисто физическое усиление. Чучу, действуй. Измени название этой печи. Изменить печь. Раз она поглощает имена всех, то теперь она самый большой. Чжан-цан. Переименовать. Самый сильный Чжан-цан в мире. Раз ты самый сильный Чжан-цан, то моя боевая сила сейчас божественного уровня плюс Лу Фэн. Если я пну, можно ли получить скидку на ремонт? Капитан Лу, я ведь совершила великий подвиг. Проценты. Обязательно. Должны быть списаны. Подвиг совершила, это правда. Но и фундамент на дне моря разрушила, это тоже правда. Чучу, братан Цан поджарился, теперь он Чжан-цан уголек. Он все равно Цан. Главное, чтобы в имени было Цан. Начальник тюрьмы. Не двигаться. Выдайте мне эти 2 экспериментальных образца. Упоминать при мне экспериментальные образцы. Похоже, ваши мозги тоже расплавились в этой печи. Вот именно. Якорь Капитанову очень дорогой.
Лу, мальчик, ты тут развернулся по-крупному. Слышала? Эта девчонка пнула и выбила бюджет в 20 миллиардов. Мадам, пожалуйста, отведите ее в штаб. Ее логическая связь резко обрушилась. А 2000 с лишним юаней процентов. Неужели не спишут? Учитывая, что ты своим ударом не убила и меня, проценты списываются. А я? Я так охрипла, меняя имена, а мои проценты. Ты удваиваются. Малышка, я тут уже 3 дня. Мне кажется, я уже поправилась. Сиди смирно и не рыпайся. Врач сказал, что ты сейчас так слаба, что даже твоя способность распознавания не работает. Только что мимо проходила медсестра по имени Чжан Цан, а ты даже не отреагировала. Манговый пудинг агента, посмотрите. Разве не аппетитно? Это и есть ваш так называемый логический бог. Боевая сила 0.5. ПФФ. Какой смысл изучать такой брак? Давайте просто отменим ей пособие. Кто это тут брак? Я проливала пот за особый отдел. Я проливала слезы за капитана Ру. Такие деликатесы тратить на бесполезного человека – пустая трата. Малышка, переименуй его. Хоть я сейчас и слаба, но я должна его поучить. Хоть я еще не полностью восстановилась, но переименовать неодушевленный предмет я все еще могу. Ложка в руке Чжао Цая, превратись. Чжан Цан. Ты. Ты посмела напасть на меня из-под тишка. Разве ты не говорил, что проценты отменил? Проценты отменены, но ущерб от разрушенного тобой подводного фуникулера в тюрьме «Полюс», личной комнаты отдыха начальника тюрьмы и уничтоженной логической плавильни от того последнего удара. Всего 8 миллионов 720 тысяч. 8 миллионов. Сколько Чжанцанов мне нужно поймать, чтобы это выплатить? Однако, если ты сможешь предоставить улики о следующей цели общества истинного имени, каждая улика может списать 100 тысяч. Есть. Это я стащила с того жреца перед взрывом плавильни. Деревня изначального Чжан Цана. Это легендарное место, где зародились все имена. Если общество истинного имени отправилось туда, они, возможно, хотят стереть имена всех людей на планете, оставив только одно. Все станут Чжанцанами. Тогда моя боевая сила не вылетит ли за пределы атмосферы. И я одним ударом взорву солнце. До этого ты превратишься в лужу логической грязи, потому что не сможешь выдержать такой уровень определения. Сеося, как ты думаешь, мы в прошлой жизни не задолжали ли много денег тому, кого зовут Чжан Цан? Возможно. Но Чучу, мне кажется, Лу Фэн все больше тобой интересуется. Его взгляд на тебя только что был похож на взгляд на денежное дерево, усыпанное золотыми монетами. Это называется милосердие кредитора. Пойдем, поищем в столовой у тетушки остатки объедков. Ты действительно собираешься отвезти их туда? Это дорога в один конец. Потому что это имя изначально принадлежало мне. Раз уж мы едем в такую глушь, эти просроченные пайки ты ведь не будешь мне продавать. Каждое печенье 200 юаней. Запишу в твой счет за еду. Тогда я лучше пойду в соседний супермаркет и куплю острых палочек по 5 ма за пачку. Чучу, не жадничай. Капитан Лу даже выбил нам лимитированный внедорожник с логическим усилением.
Это же командировка за счет государства. Садитесь. Братан Цан, держись крепче. Хотя ты теперь и стал некрасивым, ты все равно моя родственная душа. Ву. Капитан Ву, можно помедленнее? Мне кажется, мои внутренности играют в банджи-джампинг. Капитан Ву. Дорожный знак впереди стерт. Похоже, мы въезжаем в безымянную пустошь. Сиосия, готовься. Неважно, как называется эта дорога. Переименовываю ее в скоростную магистраль Чжанцана. Ух ты, это работает. Сиосия, давай теперь называть ее «Дорога Чжанцана без укачивания». Хорошо? Сиосия, смотри, все имена на этом камне. Чжанцан. Чучу, смотри, все имена на этом камне Чжанцан. Это необычный камень. Это кладбище имен. Общество истинного имени превратило это место в логическую свалку. Мы не принимаем чужаков. Если только кто-то из вас не Чжан Цан. Я был им. Ха-ха. Если был, значит, всегда будешь. Ха-ха-ха, заходи, Чжан Цан. Сиосия, я больше не могу. Здесь слишком много определений. Держись. Не смотри им в лица. Если так пойдет, Чучу взорвется. Я могу изменить им имена. Нет, это их корни. Изменение имен приведет к логическому коллапсу, все умрут. Вы останавливаетесь. 3 комнаты, каждая за одну историю. Мы ищем самого старого Чжан Цана здесь. Ты ищешь его. Он прямо за твоей спиной. Что это за зеркало? Ты ведь не тот самый легендарный прародитель Чжан Цанов, верно? Это эхо логики. В этой деревне каждый, кто когда-либо носил имя Чжан Цан, оставляет свою тень. Там что-то есть. Слишком тихо. Это место не в порядке. Гости, вы долго ждали. Ешьте, пока горячее. Это тень. Смотрите на стол. Ешьте. Если не съедим, не выйдем из этого логического лабиринта. Ой, они ослабли. Моя боевая сила тоже уменьшилась. Они разбавляют энергию, делясь именем. Хотят, чтобы твоя боевая сила упала ниже, чем у обычного человека. Ха-ха-ха. Капитан Лу, давно не виделись. Сачучу, сейчас твоя боевая сила всего 3. Сиосия, плевать. Дай этому плюшевому мишке последний шанс. Рискуем. Братан Цан уголок. Трансформация. Обыденность не означает слабость. Это гнев того, кто должен 2 900 000. Капитан Лу, ваша реальность здесь ничего не стоит. Сачучу, сейчас ты даже эту обгоревшую куклу не удержишь, верно? Ха-ха. Хоть ты и постоянно вытягиваешь из меня деньги, но пока я не вернула долг, никто, кроме меня, не заставит тебя встать на колени. Обнаружена предельная обида. Движение долгом.
Логический вес ССС-класса. Обыденность не означает слабость, но любой трудяга, который хочет вернуть долг, непобедим. Чучу, не дай черному пламени поглотить тебя. Это негативная энергия закона причинности. Ха-ха-ха. Кто здесь бракованный товар? Этого не может быть. Как у какой-то рваной тряпичной куклы может быть такой высокий логический вес? Даже эти вонючие ботинки назови мне. Чжан-цан. Быстрее спасайте людей. Держи. Я тебе еще несколько энергетических пакетов Чжан-цана сделаю. А, Тот удар только что. Он может списать 50 юаней. Здесь так жутко. Почему все жители деревни умерли на табличках с именами? Это не кладбище, это резервная копия имен. В логике этой деревни Чжан-цан это не имя, а кодовое обозначение контейнера. Чтобы вместить обыденность всех существ, кто-то должен был стать сильным. Ты действительно тот, чье имя было стерто. Изначальный Чжан-цан. 30 лет назад. Меня выбрали контейнером. Но я отверг эту логику. Мастер запечатал мое прошлое абсолютным якорем, и я стал Лу Феном. Капитан Ву, не грусти. Хотя раньше тебя звали Чжан-цан, но сейчас я сильнее тебя. Если кто-то посмеет назвать твое настоящее имя, я их всех побью. Эта каменная статуя без лица и имени выглядит такой жалкой. Раз уж она здесь, я тоже дам ей имя. Не нужно. Я ждал 30 лет. Ждал, когда вернется тот, кто предал имя. Лу Фен, или, вернее, мой брат Чжан-цан. Ты думал, что, сменив имя, сможешь избежать долгов? Долги. Он тебе что-то должен. Он должен логический налог всему человечеству. Сейчас. Я заберу его имя обратно. Я хранитель. Лу Фен, отдай свой якорь. Вернись к обыденности. Уведи Сиося. Здешнее логическое подавление направлено именно на меня. Какое к черту уведи? Ты мне еще зарплату за этот месяц не выдал. Отключился. Смотрите на меня. Раз он хочет забрать имена, так давайте его ими завалим. Превратись. Чжан-цан номер 1. Чжан-цан номер 2. Чжан-цан номер 100. Что ты хочешь со мной сделать? Если ты сильнее Чжан-цана, то что, если ты сама будешь Чжан-цаном? Ты убьешь саму себя. Нет. Если так пойдет и дальше, я же совсем исчезну. Ся Чучу. Вспомни свое имя. Да. Меня зовут не Чжан-цан. Я главный должник особого отдела, Ся Чучу. Невозможно. Как такая логика смертных может остановить приказ истинного имени? Все эти приемы с определением хиба-вещей слишком много сил отняли. Я чувствую, что мои мозги сейчас как кипящее соевое молоко. Стой. И он снова сбежал. Вау, Чучу. Капитан Лу, скорее помогите. У меня в глазах что-то не так. Капитан Лу, у вас над головой цифра весом с авианосец. Вы что, втайне от нас тренировали какой-то прием 1000 фунтов? Ах, капитан Ву, полегче.
Даже если мой вес 0.001, плоть на костях все равно болит. Именно потому, что твой вес низок, тебе легче ассимилироваться с местной средой. Линь Сиосия, расскажи в подробностях, что ты видела. У того парня в бинтах вес над головой постоянно скакал. То Чжан-цан, то безымянный. Смотрите, у этой собаки вес 0.5. Если я назову ее Чжан-цаном, ее вес мгновенно подскочит до 10. Это значит, что само имя Чжан-цан дает огромный бонус. Ах. Если мой вес действительно упадет до нуля, я исчезну. Вы правда будете меня защищать, пока это дело полностью не закончится. Пока я зовусь Лу Феном, твой кредитор всегда будет здесь. Ради этих 5 миллионов 800 тысяч. Ты должна остаться в этом мире. Точно. Если кредитор не отпускает, то и логика меня не заберет. Чучу, смотри, смотри, вон тот продавец лепешек. Вес 2.0. А вон тот, что навоз таскает. Вес 3.5. У всех здесь такой низкий вес. Как будто все массовка. Чучу, смотри на того здоровяка, он ничто. Малышка, попробуй. Плевать, 0 ты или нет, превратись в Чжан-цана. Ура! Это подпитка энергией. Это не люди. Это логические вырезки. Общество истинного имени использует какой-то метод, чтобы массово создавать таких низковесных марионеток, разбавляя реальность всего региона. Тогда наш вес тоже пострадает. Да, Чучу, твой вес снова упал на 0.0001. Если так пойдет дальше, ты превратишься в бумажного человечка. Ах, я стану двухмерной. Капитан Ву, скорее, вкалите мне дозу реальности. Смотрите, как вы испугались. Низкий вес означает, что ваше сердце не искренне. Ешьте мясо. Ха-ха-ха. Ты моя спасительная соломинка. Ха-ха-ха, глупышка, ха-ха-ха. Лу Фэн, сдавайся. Мы превратим весь город Тиньшу в эту изначальную карту. Тогда все будут бумажными, и только общество истинного имени будет Богом. Это если мой якорь согласится. И моя. Ярость 0.1 веса. Линь Сиосия, найди основной вес усилителя. Я видел, что на том усилителе написано «Вес копии Чжан-цана 10 миллионов». Слишком тяжело, я не могу изменить. Я чувствую, что сейчас взлечу. Тело стало таким легким. Ах, ой, он хочет меня ассимилировать. Ах. Чучу, не сопротивляйся в лоб. Раз они бумага, я переименую их в легковоспламеняющегося Чжан-цана. Огненный Чжан-цан. Сиохия, ты даже меня сожжешь. Лу Фэн, ты единственный носитель истинности. Стоит поместить тебя в этот усилитель, и истинность будет полностью уничтожена. Разрыв логики. Ах. Эй. Бумажный человек Чжоу Цуан. Ты сломал мой якорь истинности. Кто мне зарплату платить будет? Смотри внимательно. Это бумажный удар по закону причинности. Ся Чучу, не отрежь себя заодно. Капитан Ву, сколько денег этот удар покроет? Капитан Ву, Сиохия, пожалуйста, закройте окна наглухо.
Только что налетел ветер, и мне кажется, что моя нижняя половина улетела к соседке, бабушке Ван. Чу-чу, потерпи. Это логический клей, который только что принесла тетушка. Он увеличит прочность твоих бумажных краев и не даст тебе порваться на кусочки. Не двигайся. Твой текущий вес всего 0,0001. Если ты чихнешь, то можешь вылететь за пределы Млечного Пути. Я превратилась в бумагу, значит, мои долги. Тоже можно сжечь, как макулатуру. Мечтай. Бумага тоже имеет ценность. По текущей цене переработки тебе придется быть переработанной 500 миллионов раз, чтобы погасить эти 8 миллионов. Ой, Чучу, не грусти. Когда ты грустишь, ты становишься прозрачной. Быстро подумай о чем-нибудь хорошем, например, о цинбине с 10 яйцами. Девочка, вот тебе субфиксатор. Выпей его, он увеличит твою внутреннюю сплоченность. Я протекаю, я не могу пить. Неужели мне всю жизнь быть голодной бумажкой? Раз ты не можешь принимать пищу сама, я насильно введу эту энергию в твою логику. Ты так. Пленку на меня клеишь. Ха-ха-ха. Луфен, ты сохранил реальность, но забыл, что Богу реальность не нужна. Сеохия, смотри, я теперь могу боком проскользнуть в дверную щель. Хе-хе, это же просто божественный навык скрытного проникновения. Смотри, капитан Лу так увлекся этой меткой, что вот-вот с ума сойдет. Метка исчезла. Ее украли прямо у меня под носом. Ха-ха-ха, вы это ищете. Почему над твоей головой жезл с кодом ошибки? Все якоря заблокированы. Хм-хм, я Маэр, кандидат из общества истинного имени. Начальник тюрьмы Лу — это метка, дыхание истинного бога. Убирайся. Я уже и так бумага. Мне не нужны лишние украшения. Спасите меня. Меня вот-вот раздавит эта сила. Раз он бог, то я изменю имя богу. Превратись в воду для мытья ног Чжан Цана. Интересно. Ся Чучу, это семя уже посеяно. Жду того дня, когда ты полностью превратишься в Чжан Цана. Капитан Ву, это что, провал миссии? Деревню не спасли, а злодеи еще и семена забрали. Нет, мы забрали единственную материнскую метку. Сейчас главное, как можно скорее вернуться в штаб и проанализировать энергетический состав этой метки. Чучу, смотри новости. Случилось что-то ужасное. Это не принудительная смена имени от общества истинного имени. Это сами горожане так делают. Вирус уже распространился по цифровым каналам. Они больше не используют силу, а соблазняют обычных людей выгодой, чтобы те продали свои истинные имена. Здравствуйте, для входа в город Тиньшу требуется подтверждение личности. Если вас зовут не Чжан Цан, вы должны заплатить налог за другое имя в размере 2000 юаней. Что? 2000 юаней? Почему бы им просто не грабить? Чучу, не горячись. Смотри. Вес над головой этого охранника реален. Это значит, что они действительно в это верят.
Если весь город будет называться Чжан Цан, я стану по-настоящему непобедимой. До этого я сам тебя убью. Твоя шутка совсем не смешная. Эй, ты же шутишь, да? Этот логический изолятор хоть и заглушает шум, но не заглушит урчание моего желудка. Хватит кричать. Капитан Лу уехал на совещание в штаб. Перед уходом он сказал, что нам нужно вести себя тихо. Капитан Ву сказал не выходить, но не сказал, что нельзя сходить в супермаркет внизу за куриными ножками по скидке, верно? Не говори ничего, я тоже голодна. Дамы, что выбираете? Если вас зовут Чжан Цан, то этот набор первоклассной вагю стоит всего 200 юаней. 200. А если не Чжан Цан? Тогда 2000 юаней. И плюс 50% налога на индивидуальные различия. Сколько же мне тарелок перемыть, чтобы это отработать? Ах, эта цена точно не грабеж. Это дополнительный налог, вызванный индивидуальными генетическими различиями, вполне разумно, мисс. Чучу, ради вагю нам придется продать душу. Не называй это вагю. С этого момента эта коробка мяса будет называться Чжан Цан. Твоя логика просто богиня для тетушек из супермаркета. Как изменилось название этого мяса? Вы же инакомыслящие, верно? Моим сотрудникам нужно отчитываться перед вами, когда они покупают мясо. Я заплатил за мясо, пошли. Ты действительно самый сильный кредитор. Это что, тренировка или издевательство? Я чувствую, будто мою душу выдувает из всех пор. Я хочу, чтобы ты научилась самоикорению. Это утяжелитель, созданный из остатков реальности. С ним твоя базовая боевая сила будет заблокирована на уровне 5, но твой вес увеличится до 100 килограммов. 100 килограммов. Капитан Ву, вы хотите, чтобы я участвовала в соревнованиях по сумо? Это для того, чтобы ты крепко стояла на ногах. Теперь попробуй нанести прямой удар с боевой силой 50, веса 100 килограммов. Чучу, держись. Капитан Лу сказал, что если хорошо потренируешься, он сводит тебя на банкет Чжан Цан, рыбное изобилие. Лучше не произноси это имя. От него мне не по себе. Запомни это чувство. Ты, Ся Чучу, и сколько бы Чжан Цанов ни было вокруг, ты можешь быть только собой. На самом деле, когда вы раньше были Чжан Цаном, вам тоже было тяжело. Это имя слишком тяжело. Настолько тяжело, что может сокрушить целую цивилизацию. Поэтому я решил вернуться к Лу Фэну с боевой силой 5. Ого, капитан Лу сам приготовил. Это дополнительная плата. При условии, что завтра утром на тренировке по рукопашному бою ты не будешь плакать. Чучу, беда. Эта кошачья мордашка запустила стрим в интернете. Чжан Цаны, хотите обладать силой Бога? Просто напишите в комментариях «Я Чжан Цан», и вы сможете разделить силу истинного Бога. Чучу, смотри, вес в прямом эфире безумно растет. Эта женщина в маске кошки использует интернет, чтобы собрать логический вес всего города. Нет, слишком много. Это чувство вот-вот наступит. Мне кажется, я сейчас могу одним пальцем проткнуть этот многоквартирный дом. Не поддавайся на его провокации. Он намеренно провоцирует у тебя перегрузку логики. Чтобы показать всем пик силы Чжан Цана, сегодня вечером мы пригласили особую гостью мисс Ся Чучу. Это она на видео. Похоже на то. Что она делает? Не знаю.
Но, кажется, это очень важно. Это неудачница. Она и в подметке не годится нашему Чжан Цану. Я все поняла. Отступать бессмысленно. Раз уж он создал эту иллюзию, мы разорвем ее на глазах у всех. Да, я зайду в его прямой эфир и изменю имена всем подписчикам. Не снимай утяжелители. На этот раз я хочу, чтобы ты силой воли с боевой мощью 5 сокрушила эту иллюзию с миллионным весом. Пошли. Давайте покажем всему городу, кто здесь настоящий главный должник. Добро пожаловать, наш милейший бумажный человечек Ся Чучу. Уважаемые Чжан-цаны, вы видите ее жалкий вес. Стоит вам поставить лайк, и ваша сила сможет полностью стереть ее. Эй, ты в кошачьей маске. Твой фильтр слишком сильный, подбородок вот-вот проткнет экран. Готова стать богиней? Давно готово. Сеть города подключена, причинно-следственная связь способностей переименования сети. Все, очнитесь. Хватит паразитировать на популярности Чжан Цана. Теперь все веса Чжан Цана признаны недействительными из-за некорректного именования. Линь Сиося, ты посмела взломать бэкэнд причинности. Наконец-то полегчало. Капитан Ву, смотрите, вот это бой без читов. Не смотри на свет и тень, смотри на центр тяжести. Смотри на настоящую уязвимость. Это туда за вагу со скидкой в 10%. Боевая сила 5. Но подавляющая мощь, как у 50. Неплохо. Малышка Ся, посмотри-ка, когда это у меня появилась сестра-близнец, которая стримит? Что-то не так. Ее вес безумно копирует твой ID. Раз уж Чжан Цан вами испорчен, то я воспользуюсь твоим именем Ся Чучу. Теперь я. Это ты. Чучу, быстро назад. Он через совпадение имен крадет твой основной вес. Я не могу ее переименовать. Ее вес и вес Чучу заблокированы. Если я изменю ее, Чучу тоже изменится. Тогда используем самый примитивный способ. Малышка Ся, измени фон всей трансляции на дом Чжан Цана. Ах, тогда Чучу просто взорвется на месте. Нынешняя Чучу несет на себе 200 килограммов самоикорения. Мы должны использовать множество Чжан Цанов, чтобы перегрузить это зеркальное отражение. Ха-ха-ха. Больше силы. Я и есть сильнейшая Ся Чучу. Капитан Ву, ты хочешь, чтобы я тут же рухнула? Такое давление. Ся Чучу, признай, что ты та, кто должна 5 миллионов 800 тысяч. Это та правда, которую она никогда не осмелится скопировать.
Меня зовут Ся Чучу. Я нищенка, у которой даже зарплату вычитают до копейки. Я никогда в жизни не смогу вернуть долг Лу Фену. Я готова унижаться за 5 юаней. Ах. Моё лицо скопировать можно. Но мою бедность. Ты достойна ее копировать. Сеухия. Мне кажется, я опозорилась на всю страну. Теперь весь город знает, что я должна 5 800 000. Как мне теперь им в глаза смотреть? Ах. Я пошла вниз за булочкой, а бабушка хотела мне еще 2 подарить. Чучу, ты стала знаменитой. Теперь все зовут тебя бедный бог войны. Даже некоторые компании хотят, чтобы ты рекламировала шампунь от выпадения волос марки Чжан Цан. Ну как? Заинтересовалась? Ты же Ся Чучу, верно? Меня зовут Чжан Цан. Хватит притворяться. Вот, этот семейный люксовый молочный чай тебе в подарок. Держись, скорее выплати долг капитану Лу. Спасибо. Лу Фен, посмотри, что ты натворил. Правда. Ладно. Теперь у меня даже права быть обычным прохожим нет. То, что она сказала перед тем, как исчезнуть. Ты выяснил. Она сказала, что она всего лишь 1 из 10 миллионов. Это значит, что общество истинного имени массово создает твои копии. 10 миллионов меня. Сколько же нас будет вместе долги отдавать? Вечером будут учения по логическому восстановлению, замаскированные под премьеру фильма. Пойдешь? Это тренировка или свидание? Если тренировка, то доплачивай. Если свидание, то ты покупаешь попкорн. И то, и другое. Заодно проверишь, сможет ли твоя самоидентификация выдержать в окружении полной аудитории. Капитан Ву, ваш костюм слишком официальный. Все на нас смотрят. Потому что как минимум половина зрителей сегодня вечером не люди. Все имена на билетах изменились на Ся Чучу. Капитан Ву, у меня галлюцинации. Почему спереди, сзади, слева, справа от меня сидят? Я сама. Капитан Ву, спасите меня. Она не настоящая. Что это за дежавю, словно в зеркальном лабиринте? Она не настоящая. Абсолютный якорь. Принудительная тишина. Логическое вмешательство слишком глубоко. Это не галлюцинации. Это физические копии, созданные обществом истинного имени с помощью логического копировального аппарата. Капитан Ву, скорее, уведите меня отсюда. Здесь Чжан Цан затесался.
Чучу, капитан Лу. Я не могу войти. В кинозале установлен брандмауэр уникальности. Вес этих копий одинаков, они все используют боевую силу Чучу. Нужно, чтобы Чучу создала разницу, иначе они полностью разбавят ее логику. Не тяни. Это Руфан мне дал. Очень дорого. Надо будет возвращать. Ся Чучу, закрой глаза. Раз вес не может отличить правду от лжи, пусть долги это сделают. Всеобщий сбор долгов по закону причинности. $200 миллионов. 200 миллиардов – все эти долги мои. Никто не смеет их у меня отбирать. Вы, самозванцы, можете копировать мое лицо, но мою бедность. Никогда. Действительно, только настоящая Ся Чучу может сохранять такой боевой дух, будучи по уши в долгах. Капитан Лу, долги могут отличить подделку от оригинала, но могут ли они отличить эволюцию? Это мой подарок Чучу, ее собственный Чжан Цан из ее сердца. Это я сама, та, что бушевала в тюрьме, Полюс. Это остатки твоей божественности. Чучу, если ты ее не победишь, она полностью заменит тебя, и ты станешь безэмоциональным контейнером Чжан Цана. Я не стану контейнером. Мне еще нужно накопить денег на шведский стол. Раз уж вы атакуете логикой, то я отвечу общественным мнением. Все Чжан-цаны города, хватит там стоять и смотреть. Пишите в комментариях «Чучу, давай». За каждый комментарий я верну вам по 50 копеек, вычту из счета Лу Фэна. «50 копеек по крупицам собираются в гору. Ради этих 50 копеек со всего города разнеси их пух и прах». Малышка. Возврат денег действительно вычтут со счета капитана Лу? Капитан Лу не пристрелит меня за мошенничество. Чучу, великие дела не терпят мелочей. Смотри, капитан Лу же жив-здоров.
Тот удар был неплох. Использовать логику всех горожан, чтобы противостоять божественности, ты уже научилась использовать силу противника. Эта малышка обманула людей, сказав, что будет возврат денег. Капитан Ву, вы же не запишете эти деньги на мой счет. Это выпало из того зеркального двойника. В качестве награды. Я не вычту это из твоего долга. Чучу, смотри сюда. В протоколе сказано. Когда программа противодействия и изначальный контейнер устанавливают глубокую эмоциональную связь, запускается ритуал под названием «Возвращение уникальности». Что это значит? Если твои отношения с Луфеном станут еще ближе, все чжанцаны в этом мире исчезнут и вернутся к своим первоначальным именам. Что это за установка? Это способность, что на собачьем корме выросла. Не думайте, что, найдя программу противодействия, вы сможете спокойно жить. Настоящего изначального Чжан Цана уже нет в деревне. Он рядом с тобой. Раз уж ты хочешь играть, тогда выкладывай все свои карты. Руфан, Сеося, кто-нибудь объяснит мне, почему стоило мне только захотеть стащить лапшички на кухне? Как эти цепи сами собой появились? Это побочный эффект возвращения уникальности. Поскольку у вас возникла глубокая логическая связь. Система решила, что вы должны оставаться в состоянии единого целого, иначе порядок во всем городе нарушится из-за слишком большого расстояния. Не дергайся. Каждое твое движение расходует логическое топливо особого отдела. Топливо. Сколько стоит топливо? 50 юаней в минуту. Капитан Ву, у вас слишком длинные ноги. Могли бы вы учитывать темп шага коротконогих с боевой силой Пай? Да это же боевой бог бедности и начальник тюрьмы. Раздают тут свои нежности посреди бела дня, и логическая система ничего не делает. Я совсем не хочу такого бонуса, который приносит общественное порицание. Не утруждайтесь. Эти цепи называются цепи общей судьбы. Никто не сможет их снять, пока Лу Фэн не признает, что он и есть Чжан Цан. А если им в туалет захочется? Тогда все зависит от того, чья сила воли сильнее. Или пока Ся Чучу не перестанет быть сильнее Чжан Цана. Иначе они никогда не распутаются. Мадам, спасите. Капитан Ву. Я только что ходила в туалет, меня силой затащили к двери, и я набила себе 3 шишки. Я же сказал тебе ждать у двери 3 минуты. Хватит дурачиться. Общество истинных имен выпустило новый указ. 10 000 сильных отправляются в паломничество. Они собирают всех Чжан Цанов города к центральной башне. Братья обычные, зачем терпеть? Присоединяйтесь к нашей единственной богине. Как только нас наберется 10 000, мы сможем изменить определение в обратную сторону. Они хотят использовать численное превосходство, чтобы принудительно изменить твое определение. Чучу на этот раз. Тебе, возможно, придется столкнуться с давлением, умноженным в 10 000 раз. Так тяжело. 10 000 определений. Мое ожерелье. Вот-вот сгорит.
Линь Сиосия. Ты еще не взломала их систему сбора. Нет. Они используют бумажные регистрационные формы. Эти злодеи вернулись к истокам, обойдя интернет-логику. Ся Чучу. Раз уж ты сильнее Чжан-цана, мы дадим тебе 10 тысяч Чжан-цанов. Посмотрим, как долго твой никчемный контейнер сможет выдержать. Я Чжан-цан. Я Чжан-цан. Я Чжан-цан. Я Чжан-цан. Ся Чучу. Забудь про этих 10 тысяч. Сейчас. В твоем мире. Есть только один Чжан-цан. Кто? Тот изначальный Чжан-цан, который не умер 30 лет назад. Ты принес себя в жертву ради меня. Ради чести капитана Ву и свободы этих 10 тысяч. Рахетих. Рахетих. Вуфан. Что с вами? Не пугайте меня. Я еще не вернула долг. Я не позволю вам списать его таким образом. Чучу. Изначальная логика активирована. Я — настоящий якорь. Но когда я сам становлюсь Чжан-цаном, реальность исчезает. Луфен. Ваш вес обнулится. Почему? Это нелогично. Потому что это место изначально ему не принадлежало. Я — глава общества истинного имени. И тот самый выживший, потерянный 30 лет назад. Луфен, ты украл 30 лет обычной жизни. Пора вернуть. Ся Чучу. Ты думала, что ты программа противодействия. Ты всего лишь поднос, приготовленный для его возвращения. Теперь главное сознание Чжан-цана должно пробудиться. Ах. Беги. Беги, Сиосия. Беги, не дай мне убить тебя. Сиохия. Отдай мне все свои ленты.
для переименования. Чучу что-то задумала. Чичу. Он хочет превратить себя в Чжан Цана. Я превращу его обратно в Руфена. Руфен, слушай меня внимательно. Ты начальник тюрьмы особого отдела, мой кредитор, тот мужчина, который купил мне попкорн в кинотеатре. Пока я не назову тебя Чжан Цаном. Ты никогда не сможешь снова стать тем богом. Руфен, слушай меня внимательно. Ты еще не научил меня, как победить С-класс с боевой силой 50. Ты еще не получил с меня все 5 миллионов 800 тысяч долга. Ты не имеешь права сейчас превращаться обратно в этого холодного бога. Чучу. Отпусти. Изначальная логика необратима. Когда имя Чжан Цан пробуждается, Лу Фэн всего лишь иллюзия. Чучу не кулаками, а тем, чему Лу Фэн тебя учил, якорем идентичности. Раз он не может определить себя, определи его ты. Ты не Чжан Цан. Ты тот язвительный, скупой Лу Фэн, который каждый день заставляет меня бегать по утрам. И тайком покупает мне молочный чай. Глупые смертные. Чувства ничего не стоят перед логикой. Предводитель. В одном вы ошиблись. Реальность состоит из этих крошечных, незначительных и даже глупых воспоминаний. Только что. Я тебя ранила. Я еще должен тебе 3 юаня сдачи за молочный чай. А до этого я буду цепляться за этот мир. Капитан Лу Чучу. Мир снаружи. Полностью сошел с ума. Лу, парень. Штаб-квартира парализована. Глава запустила план «Ноль сумма». Она собирается принести в жертву имена всех жителей города, чтобы воссоздать тело того изначального Чжан Цана. Разве она не хотела, чтобы капитан Ву вернулся? Ей нужен послушный бог, а не Лу Фэн, который пошел против нее. Она создает лжебога. И Лу Фэн — твой единственный козырь. Подожди. Если у всех в городе нет имен, тогда способность Чучу.
Не просто бесполезно, а заблокировано и бесполезно. Псиохия. Быстро измени имя и спаси меня. Чучу. И я не могу указать. Эти безымянные. У них нет сосудов для имен. Мой скотч отклеивается. Верни мне имя. Чучу. Держись за моей спиной. Раз у тебя нет боевой силы, тогда смотри, как я с боевой силой в 50 защищу тебя. Я без способности победила. Я же говорил, ты ся чучу, а не марионетка способности. Луфен, смотри. Твое новое тело уже готово. Стоит только уничтожить этот лишний противовес ся чучу. И логика вернется к исходной точке. Хочешь тело капитана Ву? Ты мой долговой баланс спрашивал. Стой. Ты псих. Сами на смерть напросились. Чучу, очнись скорее. Не бросай меня одну. Думаешь, если прячешься за железной маской, я тебя не вижу. В моих глазах ты весь состоишь из фальшивого веса. Проваливай. Интересно, это все, на что ты способна? Как это возможно? Если бы я не притворился тем скупым клерком, вы бы не зашли так далеко. 30 лет назад твой учитель выгнал меня из ядра, сказав, что я жесток. Сказал, что у меня слишком большие амбиции. Ах. Капитан Ву, не уходи. Чучу, я придумала. Раз у них нет имен, мы дадим имя всему городу. Что? Отдай мне свой вес. Ты серьезно? Я больше никому не позволю потерять кого-либо, включая тебя. Если я определю весь город как тюрьму Чжанцана, ты мгновенно получишь силу всего города. Бери все. Это больше не город Тиньшу. Это великий некрополь Чжанцана. Теперь, кто здесь? Хозяин. Давай, назови меня. Этого не может быть. Как ты смогла это сделать?
Это мой ответный подарок тебе. Все кончено. Все кончено. Этого не может быть. Ты смогла выдержать вес всего города. Это логическое давление должно было раздавить твою душу в пыль. Тетушка, вы ничего не понимаете. Чтобы выплатить эти 5,8 миллиона, моя душа стала тверже алмаза. Обнаружен чрезвычайно высокий вес. Боевая сила неизвестна. Воля города +1. Хотя ты сейчас Чжан Цан на этом кладбище. Я сильнее вас всех. Чучу сейчас слишком сильна. Если мы не закончим быстро, она навсегда ассимилируется с этим именем. Я знаю. Сейчас она уже почти забыла, что ее зовут Ся Чучу. Лу Фэн, ты видишь? Это твоя программа противодействия. Как только она станет сильнее, она превратится в нового Чжан Цана. Вам всем не сбежать. Обнаружена цель с высоким весом Лу Фэн. Рекомендуется собрать урожай. Прежде чем собирать урожай, подумай сначала, сколько процентов ты еще не выплатила. Я умерла или меня та тетушка отформатировала? Это слияние сознаний, вызванное возвращением уникальности. Чучу, тело снаружи выходит из-под контроля. Мы должны здесь отсечь корень Чжан Цана. Вы тоже пришли забрать мое имя? Все говорят, что если назовешься Чжан Цаном, то сможешь разделить мою силу. Малыш, мы не забираем. Мы хотим вернуть тебе это имя. Кстати, одолжим у тебя здесь 20 феней, чтобы купить конфету. Одолжить деньги? Вы же боги, разве нет? Что хорошего в богах? Боги не могут позволить себе цинбин с 5 яйцами.
Чучу, что ты делаешь? Отдай ему вес, он не выдержит. Капитан Ву, раз это имя слишком тяжело. Пусть оно вернется к мечте маленького ребенка. Вес возвращается, волосы Чучу снова чернеют. Нет. Мое божественное царство, остановись. Мы больше не хотим этого имени. Чучу готова к последнему удару. На этот раз мы отправим всех Чжан-цанов туда, куда им следует. Если оплатят медицинские расходы, я всегда готова. «30 лет трудов. И все это разрушили две должницы. Я вспомнил. Меня зовут Ван Фугуй. Ха-ха-ха. Какой еще Чжан-цан? Это так старомодно. Меня зовут Лихуа. Мне нужно писать сочинение по-английскому. Отлично. У всех снова есть имена. Моя переименовывающая лента снова пригодится. Капитан Ву, честно говоря, тот маленький Чжан-цан, которого мы только что видели в пустоте, был очень милым. Это был я в прошлом. Тот ребенок, от которого весь мир ждал, что он станет богом, но который просто хотел играть в грязи у дороги. Теперь тебе не придется играть в грязи. Можешь поиграть с моей куклой. Капитан Лу Чучу. Хотя директор Ван пал, остальные ветви общества истинного имени собираются в городе Тиньшу. Они говорят, что превратят его в безымянную землю, чтобы все полностью потеряли свою личность и стали пищей для логики. Раз уж они хотят играть, тогда мы определим для них непобедимый. Каково вознаграждение за эту миссию? Если мы победим, я подумаю о том, чтобы списать тебе все 5 миллионов 800 тысяч долга. Договорились. Кто бы ты ни был, если сегодня посмеешь не назвать свое имя, я буду бить тебя, пока не назовешь меня предком. Этот туман. Он поглощает мою способность. Я чувствую, что моя связь с Чжан-цаном прерывиста, как будто я играю в онлайн-игру через 2G интернет.
Не только способность. Чучу, посмотри на людей в этом тумане. Их вес над головой. Это значит, что логика этого мира больше не признает их. Общество истинного имени хочет отформатировать весь мир. Как только у всех не будет имени, ты больше не сможешь стать сильнее, а я полностью исчезну. Если в будущем действительно не будет Чжан-цана, то такой бесполезный человек с боевой силой 5, как я, сможет только попрошайничать на обочине. Если Ся Чучу не будет попрошайничать, что ты хочешь делать? Я хочу открыть ларек с цимбинами, куда можно добавить 10 яиц. И чтобы Руфан не оплачивал их. До этого научись выживать в тумане. Присоединяйтесь к нам, отбросьте болезненные имена, отбросьте тяжкие долги. Отбросить долги. Вот уж нет. Это моя единственная связь по контракту с капитаном Ру. Смещаю центр тяжести, предугадываю точку падения. Смотри. Я могу их одолеть и без читов. Теперь ты не просто сильнее Чжан-цана, ты становишься сильнее самой Ся Чучу. Двое. Финальный эксперимент общества истинного имени начался. Глава превратился в безымянного владыку. В этой области любое имя будет мгновенно стерто. Если имена стираются, то почему ты все еще здесь? Потому что я избранная. Я хочу посмотреть, что такого особенного в той девушке, которая смогла тронуть изначального контейнера Луфена. Чучу, мое весовое зрение теперь видит слабые места этих цепей. Их зовут руки пустоты. Раз уж вы хотите пустоты, то я дам пустоте самое приземленное определение. Переименовываю в тазик для мытья ног Чжан-цана. Отлично сработано. Ха-ха-ха-ха. Это имя достаточно деревенское. Логика крепкая,
как старый пес. Чучу. Моя энергия иссякла. Дальше. Я не смогу вас сопровождать. Не говори глупостей. Ты еще не видела, как я угощаю тебя молочным чаем за 5 юаней. Сиосия, оставайся здесь и защищай Маэр. Или, точнее, защищай последнюю запись. Остальное предоставь мне и Чучу. Чучу. Страшно. Как только я подумаю, что если мы победим, то я сэкономлю 5 миллионов 800 тысяч, я чувствую себя настолько сильной, что могу проглотить логику целиком. Обязательно вернись. И купи мне блин с яйцом, ладно? Отдай свой последний якорь реальности, и я завершу последнюю часть головоломки. Хочешь пройти? Сначала выдержи этот удар. Глупые люди, ваше время давно истекло. Ся Чучу, кем ты себя возомнила? Ты всего лишь кулон, который помогает Лу Фену оставаться стабильным. Капитан Ву. Я что, кулон? Ся Чучу. Не слушай его. Ты единственная, кто называет меня по имени не потому, что я Чжан Цан. Чучу, определи меня. Быстрее, пока я не ассимилировался полностью. Директор Хуан, вы ошиблись. Я не кулон, я причинно-следственная связь Лу Фена. Раз уж вы хотите изначального Чжан Цана, то я дам вам другого. Порядок перезапущен, все возвращается к истокам. Пробуждается изначальное обещание. С этого момента ты мой Чжан Цан. Но я не хочу быть сильнее тебя. Я хочу навсегда остаться с тобой, с этим Чжан Цаном. Обнаружено логическое чудо. Возвращение уникальности завершено. А теперь давайте поговорим о том, как мы рассчитаемся за 1 000 000 юаней компенсации за упущенную выгоду. Это невозможно. Чжан Цан – это контейнер, вмещающий обыденность всех существ.
Он разорвет все логические нити этого мира. Пусть рвет, так рвет. Все равно в этом чертовом мире либо Чжан Цан, либо безымянный. Даже чтобы купить Цзиньбин, нужна идентификация по имени. Такая логика давно должна быть списана. Председатель, то, чему ты не научился 30 лет назад. Сегодня я тебя научу. Истина не нуждается в подачках. Капитан Ву, одолжи мне свой абсолютный якорь. Логическая цепь интегрирована. Новый прием загружен. Кулак окончательного причинно-следственного взыскания долгов. Этим ударом я возвращаю долги за весь город. Возвращаю ему истинное имя, возвращаю им обыденность. Истинное имя. Вернулась. Смотри. Надписи в небе исчезают. Она снова станет той неудачницей. Ты сможешь ее защитить? Я защищаю. Никогда не богов. Предупреждение: основной источник полностью удален, решение недействительно. 99, 98, 89, 82, 79, 72, 70, 69, 60, 59. Ах. Капитан Ву, моя энергия на нуле. Я чувствую, что сейчас даже муравья не смогу раздавить. Так и должно быть. Чучу, мы больше не контейнеры и не программы. Подождите. Если Чжан Цан исчез, то что насчет моих долгов? Кредитор и должник перезагрузились в логическом большом взрыве. Значит ли это, что 5,8 миллиона списаны? За секунду до взрыва. Я использовал абсолютный якорь и сохранил все записи в своей душе. Слушайте все внимательно. Меня зовут Лин Сиосия, а не Чжан Цан. Кто еще раз перепутает мое имя, того я угощу молочным чаем.
Лу Фэн и эта девчонка еще не вернулись. Сиохия, скорее помоги мне. Моя боевая сила сейчас реально 5. Эти 500 метров. Я будто целую жизнь прошла. Чучу. Как хорошо, что ты не превратилась в бумажку. Мамаша, добавьте яйцо. Есть. Единственному герою города 10 яиц. Капитан Ву, хоть мир и спасен, но мне кажется, моя трудовая жизнь только начинается. Верно. Потому что ты только что взорвала логику всего города. Особый отдел теперь банкрот, и я единственный кредитор. Теперь ты будешь работать в моем агентстве способностей Лу. Пока. Пока не выплатишь эти 5,8 миллиона. Пока не научишься больше не полагаться на Чжан Цана. И сможешь защитить себя сама. Сиохия. Сегодня есть заказы. Нет. Мир сейчас слишком спокоен. Все заняты подготовкой к экзаменам, даже грабителя по имени Чжан Цан не найти. Ты что, опять бездельничаешь? Эх, нет драк, нет бонусов, нечем долги отдавать. Капитан Ву, может, сегодня проценты спишете? Только что получил заказ. Помочь соседке, бабушке Ван, найти ее пропавшую. Пропавшее бриллиантовое ожерелье. Босс, это крупный заказ. Мы что, будем ловить какого-то монстра, угрожающего миру? Нет. Это более сложная задача. Нам нужно расследовать дело о кричащей курице. Кричащей курице. Этим мы должны заниматься. Босс, вы серьезно? Капитан Ву, вы же изначальный контейнер, а меня, бога войны причините, отправляйте ловить куриц. Капитан Ву, вы же изначальный контейнер, отправляйте меня, богиню причините, ловить куриц. Хотя задание и абсурдное, но этот синбин такой вкусный. Капитан Ву, за это платите вы. Вычту из зарплаты 5 юаней. Ни за что. Эй, Чучу. Посмотри на того человека. Над его головой разве не фиолетовое свечение? В направлении на 9 часов тот стильный мужчина в костюме. Мама, я понял. Как зовут твою пару для свидания вслепую? Ли Фан. Чучу — его истинное имя, хоть и не Чжан Цан, но его притягивает имя Ли Фан. Раз уж возникла новая ситуация, я тоже должна принять меры, чтобы поддерживать здесь порядок. Агентство Лу. Всем в бой. Хотя я больше не сильнее Чжан Цана. Но пока я здесь, имена этого мира защищаем мы.